Добрый день, с вами ведьма Аграфина. Мой канал магии и колдовства. Напоминаю, что я занимаюсь всеми видами магии, в том числе рунической. И также у меня есть курс рунических уроков, первая стадия. Также я занимаюсь в том числе наказание, черной магией, избавление от соперников, врагов, закрытие, защиты, бизнес-магия и магия на успех. Сегодня у меня также расклад Таро, 3 варианта. Тема бывший или новый. Многих такая ситуация назрела, может быть, бывает. У вас вроде бы есть партнер, а может быть, это даже муж ваш, может быть, у вас какие-то странные с ним отношения. Или, может быть, отношения вроде бы стабильные, но что-то вот он вас не устраивает. Может быть, он вам не купил Lamborghini. Может быть, вам с ним скучно. Может, вы вдруг обнаружили, что вам с ним там, не знаю, чужие люди, не о чем поговорить, нет общих тем. Как-то вот что-то не то в ваших отношениях. Или вы, может быть, это в отношениях вообще какие-то это не отношения. То есть какой-то человек, может быть, есть, он приходит, уходит, и вы понимаете, что это не отношения, и вы хотели бы знать, на что вам делать ставку. На того, кто сейчас все-таки, и остаться с ним. Либо надо все это прервать и заняться новой личной жизнью. Причем далеко не всегда это все очевидно. Иногда вариантов будет 3, вы можете его выбрать. Тут уже по рубашке, по внешнему виду. Может быть, карту, какой вам нравится. Кто-то по числам выбирает, кто-то по-разному. Итак, что вам делать? Оставаться с тем, развивать отношения, пытаться решить какие-то вопросы с тем, кто у вас есть, и что будет, если вдруг вы решите искать новые отношения. Мы, женщины, так устроены, мужчины так устроены, что мы не хотим быть одни, мы должны понимать, мы будем одиноки очень долго или вообще никогда никого не найдем. Тут все. Или что это будут за отношения, или может это будет череда отношений. Итак, сосредоточимся, сравним. Так, копать нам глубже с тем, с кем мы сейчас, или у вас будет впереди что-то. Что мы узнаем из вариантов. Итак, первый вариант. Смотрим. Первая карта. Итак, что этот человек для вас значит сейчас? Мы говорим не о вашем видении, а вообще. Вот сейчас, насколько он ценен в вашей жизни. Вот что карта скажет. В данном случае, вот смотрите, сразу карта говорит о том, что да, этот человек, с которым вы можете дальше развивать. И вы можете добиться результатов. И этот человек, понимаете, хотя по этой карте, вот все равно это карта развития. Что-то еще надо делать, как-то еще надо взаимодействовать. Но это неплохая карта, сразу скажу. Что если у вас какие-то сомнения есть в том, что этот человек уже отошел, карта сразу указывает на то, что этот человек представляет для вас какую-то ценность. И давайте так, ваши чувства сейчас к нему. Ваши вот, насколько вы за него держитесь, насколько он вам важен. Вот честно, потому что не все лежит на поверхности. Но вы им недовольны. Причем эта карта, скорее вы себя накручиваете. Карта перевернута. Больше страха, больше подозрений, чем реальности. Если вы чем-то недовольны. Вот вы недовольны им, смотрите. Причем что-то там вы такое вот себе раздуваете. Хорошо, давайте так. Он
все-таки, что он к вам сейчас питает. Всадник Пентаклей. Вот смотрите, вот он есть, да. Он несколько неуверенно себя чувствует по этой жизни, и он в каких-то ситуациях вы не можете на него положиться. Не можете. Есть такое. Перевернутый он. То туда им, то сюда им бегает. Однако. Итак. Карта Свет. Можете ли вы что-то сделать в этих отношениях? Развивать? Как вам сейчас поступить? Готовы? То есть, что делать? Сохранять? Только Пентакли. Вот знаете, несмотря на то, что по итогу получается, что вы себя как бы и накручиваете тут, и не такой же он и плохой, и можно с ним дальше развивать. Да, у него есть недостатки, да, он может быть, не всегда на него можно положиться, или у него какие-то проблемы там с заработками. Однако, что вам карта говорит? Что вам получается, что параллельно надо присматривать варианты по этой карте. Вот как-то оно все. Не рассчитывайте на стабильность. То есть вот он сам по себе, ну как, не то, что не изменится. Будет то лучше, то хуже. Вот так карта говорит. И что у вас еще уже в карте заложено, что у вас какие-то еще будут варианты. Давайте так. То есть, но эта карта говорит о том, что вам надо параллелиться. Вам нельзя бросать и все. И все. Вот эта карта говорит о том, что и так, и так, и так, и так. Мы сейчас не говорим там о всяких моралей там всяких. Я никому не читаю никогда моралей, да. Мужчины вообще никогда не смущают, когда они там параллелятся. В данном случае так. Итак, вам что-то присматривать. Можно проверить, да, стоит ли вам его вообще там послать все или полностью на него каким-то образом не рассчитывать. Ну, вы с ним не расстанетесь. Тут будет какие-то снова, тут лучше, то хуже. То есть это идет повторение той же самой истории. Нет. То есть у вас будет какой-то прилив чувств, вам вот это все дело жалко бросать, да, что вы немножко его так, все-таки вы его любите в каком-то смысле, да, у вас будет еще, вам будет хотеться с ним еще заново что-то начать, то есть нет, тут история не закончена, вы сами ее не готовы закончить. Давайте так. Карта совет, ну, то есть расставаться тут точно нет смысла, потому что вы не готовы к расставанию. Давайте так, что будет, ну, если вы все-таки его пошлете и что? Кстати, многие женщины рассчитывают на то, что он за вами побежит, будет у вас уговаривать. Давайте так, вдруг вариант вы решили порвать. Да, и кого-то искать. Тут сразу сказано, что нет. Но все-таки, что вы получите? Будем проверять. Что вы получите дальше в своей личной жизни, ну, в новой. Вы знаете, Солнцем, вы знаете, у вас в данном варианте, если вы будете хитрой достаточно, у вас будет новые отношения, действительно. Но они будут не скоро. По Солнцу это карта, где вы можете в тени какие-то отношения иметь и не скоро. Все-таки Солнце, да, вы можете найти другого человека вполне, но это не спешите, это где-то в тени как что-то может быть, и с этим вы не готовы расстаться ни в ближайший месяц, ни 3, ни 4. Когда это произойдет, да, все-таки вам светит другие отношения, но они будут очень медленные и не скоро. По Солнцу это не раньше года. Ну, для кого как. Еще перевернуто, еще больше может. Хорошо, давайте. Что будет делать он, ваш
все-таки каким-то образом любимый. Ну что, тормозить он будет. Он будет, конечно, ревновать, он будет, конечно, препятствовать. Но шестерка это такая карта, где он ну, ничего не сможет решить. Вот он не сильно-то и старается, знаете. Как бы добьетесь ли, если вы пошлете его, скажем так, добьетесь ли вы чего-то, что вы от него ожидаете, или какой-то результат, да, то есть вы можете с ним остаться так, как вы есть, искать параллельно кого-то, у вас есть, будут варианты, наверняка, 100%, но только в том случае, если вы будете параллелиться. Если, если бросите его, то тоже, да, у вас будет не скоро, будет отношение. Ну, давайте так. Карта совет все-таки остаться с ним. Что он скажет, да или нет? О, что-то тут нет. Знаете, вот у вас внутри вас что-то сидит. Видимо, все-таки вы выросли из этих отношений. Почему-то карта говорит, что это может продолжаться какое-то время, но все равно это закончится. Все-таки вы его все равно бросите. И то недовольство, которое у вас сидит, та какая-то, то все равно будет точка невозврата. Но как бы кажется, говорит, что вам не стоит с ним рвать. Все равно вы с ним расстанетесь. Не скоро. Не скоро. Но это не сможете вы с ним договориться по итогу все-таки с вашим существующим партнером или добиться от него чего-то там, чего вы хотели. Так, ну что там у вас будет? У вас, да, солнце. Ну, давайте еще раз проверим. Так, что это будет за отношения? По итогу это еще не скоро, не готовьтесь, да, что это будет за отношения. Отношения, возможно, что эти отношения будут в паутине какое-то время, очень развиваться медленно, также, ну, наверное, потому что вы все-таки будете с этим партнером. Какое-то время они будут без движения, и потом вдруг резко они начнут развиваться, да. То есть тут, может быть, даже у вас есть на примете кто-то, с кем вот, может, это у вас какой-то друг есть, любовник, то есть или с ним не сильно сейчас что-то получается. Ну, в данном случае так. И что вы получите в итоге? Ну, у вас будет не только этот, у вас будет череда каких-то отношений, разные отношения. Я же говорю, что тут быстрого решения не будет. Да, у вас будет. Вы не сможете жить с ним все равно. Но пока вы уйдете от него, пройдет время и несколько отношений, и появится только тогда у вас какое-то вот это солнце. Так, и что это будет за человек? Иерофант. Ну, у вас в данном случае брак. Ну, это длинный путь. Готовы к нему? Не готовы? Не ранее года, спустя сколько-то там отношений. И сейчас вообще ничего. То есть, если сейчас вы захотите что-то уйти, там, то есть вы все равно к нему вернетесь сами к этим отношениям. Ну, вот так. Тут Иерофант это официальный брак будет. Ну, новый. Мы про новый спрашивали. Ну, вот так. Все очень медленно тут. Второй вариант. Как вы сейчас видите вашего партнера, что он, насколько он значим в вашей жизни? Всадник жезлов, ну, партнер, он как это ваша, как он дает вам энергию, он какая-то движуха в вашей жизни. По сути, неплохая карта. Он присутствует, партнер, вот вы с ним вроде бы вам с ним интересно, но он значимый, причем он к вам неплохо относится. Всадник жезлов, он всегда интересуется вашим делом. Чем вы сейчас недовольны, сейчас узнаем. Так, по сути, что вы в вашем отношении к нему, как вы на него смотрите, что вас смущает, насколько это серьезно. Император. На ваши отношения влияет кто-то еще, родители, друг,
какие-то обстоятельства еще могут быть. Император там что-то между государствами. Какие-то ограничения наложены государством. Что-то вот такое. И это вам не нравится. Плюс это может пожилой мужчина, какой-то родственник давить на вас. Также это ему может быть ипостась, что он деспот. Он может быть деспот и вот вас контролировать, что-то вам указывать, как вам жить. Вы устаете от него. Вот этот есть момент. Ну, давайте так. Как он к вам относится? Слушайте, ну, туз пентаклей. Человек готов с вами быть и в серьезных отношениях и прочее, и прочее. Тут вообще он за вас цепляется. Так, знаете, такой надежный, весь такой вот немного назойливый, деспотичный, может быть, навязчивый, или вам он надоел вот так вот. Давайте так, есть ли реальная причина, чтобы с ним расставаться? Насколько, насколько это для вас, эти отношения для вас, ну, позитивны, что ли, да? Что это? Или действительно вы себя, может, вы себя накручиваете? Отшельник. Тут есть... у вас какая-то есть все-таки тайная жизнь друг от друга. Но кроме того, что отшельник еще указывает на кто-то влияет, кто-то вмешивается. Вот часто это какие-то чужие мнения. Также эта карта может означать, что у вас есть любовник, и вы как бы его сравниваете. Потому что тут мужиков нападало аж 3, да, фигуры. Раз, два, три. Тут может вам... То есть у вас есть варианты прямо сейчас. Вот они есть. Насколько они реальны. Давайте посмотрим. Карта совет. Что вам делать в сегодняшних отношениях? Мы имеем в виду, что у нас все-таки туз мечей. Сдержите ваши мечи, да, то есть у вас существует напряжение тут явно. Причем вот все-таки человек навязчивый, давящий, или ситуация такая, вот кто-то на вас давит, что-то вот мешает вам. И вам кажется, что вам надо, ну, сдерживать это напряжение. Не давать себя в обиду, что ли. Не поворачиваться задом, да, что следить за ситуацией. По сути, тут я не вижу. Вот ситуация как-то на вас давит, однако. Ну, давайте посмотрим. Вот. О, даже выпал еще один мужик, смотрите. Мы его не планировали, да. Так, хорошо. Что вам, если вы хотите его сменить? То есть тут моменты, которые действительно, ну, мучают вас. И вот такая давящая ситуация. Вроде бы и мужчина тут вокруг вас есть. И что? Вот если вы порвете, если у вас возможность вообще уйти от него, потому что ситуация, найти себе кого-то вот прямо сейчас. Да, вот тут сразу стало падать куча мужиков. Но всадник мечей. Это может быть, знаете, вот временные какие-то отношения. Ну, что такое всадник мечей? Это, ну, да, он может быть молод, горяч, с ним интересно поговорить. Ну вот, давайте посмотрим. И вообще, есть ли вариант, вот вы хотите все-таки расклад для тех, кто хочет сменить партнера, да, или если вы от него уйдете, допустим, останетесь ли вы в одиночестве. Тут явно одиночестве тут будут мужчины, но насколько вот это все будет для вас позитивно. Знаете, да, вы можете уйти и достаточно быстро, но у вас будут встречи, у вас будут отношения. Но по шестерке жезлов мы не понимаем сейчас
сейчас узнаем все-таки, что это будет по итогу. То есть карта совет такая, что удерживайте все-таки отношения, вокруг вас есть мужчины. Если вы захотите уйти, у вас по сути, ну, череда мужчин. Тут нету такого, что сейчас узнаем, конечно, что там. Карта совет. Что делать с сегодняшними отношениями? Вестник Пентаклей. Все-таки карта говорит о том, что все-таки удерживать, хоть они вы видите, не видите в них вот такой вот ценности, или считаете, что они слишком дорого вам даются, может быть, вот так вот. Но все-таки эта карта не торопиться. Не торопиться. Да, вокруг вас мужчины, но вот вы расстались, хорошо. Вот вы быстро вступили в отношения. Все. Будет ли у вас, ну, допустим, семейная жизнь или там от другие отношения? Насколько вот вы сможете найти кого-то нового? Ой, ой, этот ваш бывший будет вас возвращать, кстати. Вы сама его не сможете отпустить. Ну, знаете как? Тут вообще нет в вашей карте нет семейной новой карты. Если вы хотите семью, есть какие-то мужчины, которые, ну вот скажем, мимолетные. И ну, давайте спросим. И можете ли вы соединить? Такое впечатление, что да, вы можете расстаться, но череда этих мужчин, вы с ними не задерживаетесь и выйти назад сходить. Хотеть сходиться даже вы сама. Это ваша такая вот. Ну вот вы сошлись, и что все-таки? Давайте так. Какой-то определенный срок. Будет ли у вас новый брак или отношения? Потому что все сводится к тому, что этот мужчина... Вам надо отдохнуть от этого мужчины. Да, но сделайте это хитро, потому что... Вы от него уже никуда не денетесь. Вот так вот. Что же вы? Это? Вы одна не будете, но это будут такие очень поверхностные отношения. Давайте так. Новый брак будет? Нет. Подвис. Если вы расстанетесь по этому варианту, ну, можете погулять. Больше ничем это не закончится. Ваши отношения все будут на уровне связи, причем вы запутаетесь в них. Сможете ли вы его вернуть, если вы его пошлете или вернетесь? Знаете, колесо фортуны тут перевернуто. Да, то есть до какого-то момента он сам будет висеть. Да, до какого-то момента. Но тут, по сути, тут нет новых браков. Достаточно длительный срок. Карта повешенный 12. Это может затянуться на долгие годы. Никаких отношений, ничего нет. Ну, если взять даже карту совет, что вам делать вообще? Если он так вам садни кубка. Ну, заведите друга или любовника. Ну, не больше, чем. Нету тут брачных. Мужиков много, а браков нет. Так, третий вариант. Что он сегодня для вас? Колесница. Ну, подождите, хоть у вас какие-то вопросы, может быть, к нему, но у вас достаточно такая пара, которая к чему-то стремится, и очень-очень неплохая карта. Кстати, все три варианта. Колесница одна из самых неплохих. То есть у вас, кстати, по старшему аркану как раз неплохой период, когда могут какие-то перемены, причем улучшение, быстрая какая-то движуха. Вот все это у вас или скоро переменится в лучшую сторону, потому что карта старший аркан. Судьба благоволит вашим отношениям, переменам ваших отношений. Давайте так, что у вас, чего вы вот так вот к нему? Вестник мечей, раздражительность. В чем-то, может быть, в быту вас раздражает. Может быть, вы устали. Это вот такая карта, ну совсем по мелочам. Может, даже несправедливо, я бы сказала. Вестник, что-то вам, может, вы устали от детей, детская какая-то
Либо он какой-то несерьезный у вас, может быть, вот так вот что-то, какие-то претензии к нему. На таком уровне, что он сказал, забыл, не сделал, вот что-то. Ну, это мелочь, несерьезная вообще-то. Что он к вам? Мах. Ну как, он, конечно, пытается вас как-то перехитрить, но по магу это он видит себя рядом с вами, причем он все-таки пытается как-то управлять вами. При том, что вот этот вцепился в вас, кстати. Ну, он и неплохой по колеснице. Хорошо. Что карта совет в данный момент, как вам отнестись к этим отношениям? Стоит ли как-то там... Ой, туз пентаклей. У вас сейчас пойдет какие-то покупки, продажи, деньги, доходы, то, чего вы очень долго, может быть, ждали, добивались в вашей жизни. Вообще, не, может быть, это вам, вы очень устали от какого-то периода с ним, но у вас идет очень что-то серьезное по колеснице, по тузу пентаклей, пусть перевернутому. Вас ждет все отлично. Так, ну хорошо. Вообще карта говорит, что будут решаться эти решаться вопросики. Так, ну хорошо. Вот вы не советует карта, крайне не советует, вообще не советует куда-то там бежать, ходить, ну, допустим. Что вас ждет, если вдруг вы решите, да, послать его, вообще ничего. Всадник, королева Пентаклей, это, скорее всего, что вы такая женщина расчетливая. Скорее всего, что вы и 100 раз подумаете, 100 раз просчитаете, пересчитаете. Но будете заниматься делами, деньгами, бизнесом. Вот так вот. Сказать что-то. Ну, сейчас мы спросим конкретно про отношения. Может, вы ничего не проиграете, как бы при этом расставании. И даже, может быть, ваш бизнес какой-то, дела, деньги пойдут в гору. Ну, вот так вот. При том, что давайте про личную жизнь просим. Но эта карта особенно не указывает там прям, будет ли у вас новые отношения, если вы его пошлете, бросите. Там ничего не будет, только жезлов. У вас все время будут какие-то неопределенные ситуации. Скорее всего, что из-за вашей нерешительности, что вы не знаете. Будут варианты по тройке жезлов. И такие, и сякие, но вы не можете понять, кто вам нужен, зачем он вам нужен. Вот и правда. А зачем он вам нужен? У вас все нормально. Ладно. Хорошо. Будет ли он что-то делать? Насколько это? Или он просто тихо уйдет? Он такой будет вас добиваться, если вы бросите. Ну, знаете, недолго. Семерка жезлов. Ну что, ну сколько? Ну, чуть-чуть. Да, это не так уж как бы и долго. Это чуть-чуть не короткий период, после которого он растает. То есть вот тут вообще карта. Ну, так как хорошо, карта совет есть все-таки в перспективе. Тут вообще личная жизнь очень долго затянется в никуда. Ну, допустим, если вы не расстанетесь с ним сейчас, в данный момент, не будете рвать с ним, там, искать каких. Что вообще будет дальше? Может, вам... Опа, брак. Ой, тут не знаю, как там. То есть вот вам точно надо с этим человеком быть, потому что у вас будет еще один брак. Вот я не знаю, сейчас давайте спросим, конечно. Но если вы с ним расстанетесь, у вас ничего не будет. Будете с ним, вам еще какое-то предложение. Кажется, как это? Хороша девка, як засватана, да? Ну вот в данном случае так. Что-то у вас такое. Давайте спросим. Ну, любовь настанет какая-то новая. Что будет новое, почему? Ну, любовь, морковь. Насколько это быстро? Ну, давайте зададим вопрос. Вот если сейчас уйдете, все себе перепортите. Ну, останетесь при бизнесе. Не останетесь, будете с ним жить дальше, у вас будет
Новая любовь, новый брак. Ну, давайте, что там вот. Причем в этом браке, ну, это не скоро, сразу говорю, ждать придется чего-то там, пока звезда зайдет. Вот, также в ближайшее время нет, не ждите. То есть тут вообще карта говорит, оставайтесь с ним, чего вам вообще, что будет. Будет у вас, да, у вас тут и любовь будет, и морковь будет, и страсти, и мордасти, и потом какое-то теневое будет отношение, будет, а потом, говорится, в открытую. То есть вот это будет у вас любовник, потом он станет вашим мужем. Но это в случае, если вы останетесь в браке. То есть, как говорится, пойдете против правил. Если пойдете по правилам, будете сама жить очень долго. И, скорее всего, ни к чему не придете. Вот такая вот петрушка. С вами была ведьма Графина. Все мои контакты под этим видео. Для обращения за платными услугами, пожалуйста, пишите в письменном виде. Чаще всего я бываю в Вайбере и WhatsApp. До свидания.